Это мой проект, как бы номер 2. Этот проект я не говорил ничего, так как я не записывал, когда его разбирал. Но я уже здесь пару вещей отремонтировал. Это поменял спереди баллон резины. Суппорт был покрашен. И здесь вроде бы на этом суппорте есть тормозные колодки. Аналогичный мотор Peugeot, который черный был, водяного охлаждения, 50-ка Spitfire 2, а это получается только воздушного охлаждения. Чуть-чуть еще даже пару лет старше, но это вообще не меняет никаких этих. Его приборки вот одинаковые, воздушно-водяного приборка, это все одинаковое, все абсолютно работает. Здесь я вот зачистил, почистил, вот здесь вот даже от старости этот вздулось, чуть-чуть попала соль, краска отшелушилась, но это вообще на скорость не влияет. Сделали новый ключ, поменял новый аккумулятор, и он заводится даже с электростартера. Под вот этой крышкой вариоматика, ремень, все стоит новое. Ремень у него был еще под оригинальный 33 тысячи, он разваливался от старости, кусками начал сыпаться. Это просто дичь, я еще такого никогда не видел. Соответственно, сейчас вот этот я поменяю карбюратор на новый. У меня уже имеется абсолютно новый карбюратор. Ну и вот потом будем опять заводить, реанимировать. Так, в принципе, он еще на этом поехал, но у него проблема пошла. Вот здесь на крышке слива бензина, на болтике, начал течь бенз. Прям реально течь. И я долго не думал, короче, купил просто новый карбюратор и все. Потому что вот эта штучка пластиковая еще были в первых моделях. У меня на этом уже она все железная.
Я его одно время делал, на видео не записывал вообще. Поставил новый карбюратор, новое переднее колесо, новые тормозные колодки. Ржавчину сколько мог убрал, закрасил, чистил. Вот это вот я еще не знаю, останется в этом страшном цвете или нет. Я буду думать. Но это оптику буду делать вообще в последнюю очередь. Мне сейчас самое главное, надо правильно настроить карбюратор. Электрику более-менее сделал, тормоза сделал. Тормоза были в ужасном состоянии, ужасно. У него от старости развалились колодки тормозные. Уже 22 года или 24, я не помню уже. У него просто они не от километров, они от того, что они чересчур старые. Начали колодка, сама накладка от железа отслаиваться на две части, расходиться. Но это не совсем безопасно. Ну, колодки стоили где-то 12 евро примерно. Недорого, да. Вот, карбюратор стоит новенький. Стоил 13 евро. Карбюратор на него, в принципе, тоже дешевенький. Я удивился, конечно. Приятное удивление было. Настрою карбюратор и потом обязательно тоже буду видео снимать. Так, в принципе, я говорю, по оптике я не парюсь. Ну что еще сделал, да. Что еще здесь сделал? Вот. Новая фара абсолютно. Новая лампочка. У него лампочка была, одна спираль осыпалась. На ближний свет работал только дальний. Сам рефлектор, снизу такой шуруп с пружинкой, он был оборванный, то есть не настраивался угол. Эту поставил фару, она вон как новенькая, да. Совсем другой разговор.